нестандартная, нетипичная погода совсем. Вообще. Угу. Такое спокойное место, даже на Лимассол не похоже. Я обожаю это место, считаю его местом силы. Да? За тобой 5 пиней – это чисто итальянский пейзаж на самом деле. Архитекторы, когда делают проекты домов, они рисуют силуэтами эти пини. Американские архитекторы. Там, вот эти Лойтер, вот. Да, вот эти высокие в конце, видишь? Да. Лойтера. Это чисто итальянская история. Сегодня мы с тобой в Лимассоле, которые, я в этот раз снимаю Кипр, и очень нетипичные места для меня на Кипре попадаются. Хотя я здесь множество раз был, и его изъездил, и все части. Мы в месте, которое называется, по-моему, Гармония пляж. Harmony Bay. Здесь я прихожу сюда утром в 8:30, 2 раза в неделю на йогу. Периодически, когда мне нужно там побыть самой. Тут такое супер место силы для меня. Тут классный ландшафтный дизайн. Есть какие-то 3-метровые кактусы. Пини сзади такой создают итальянско-калифорнийский пейзаж. Здесь очень тихо, слышно вот эту птичку, которую я слышала, когда мы полгода жили в Таиланде. Азиатскую, такое тутух. Тут слышно море, и тут супер спокойствие. Не слышно строек. Здесь много групп, на самом деле, йогой занимаются утром, и я нашла прям ребят, которые занимаются в той же традиции, в которой я занималась в Одессе со своей подругой Машей. Она сейчас уехала в Турцию, и занимаюсь с ней онлайн. И иногда у меня бывает 2 тренировки подряд, я занимаюсь онлайн 7:30, а потом прихожу сюда на офлайн тренировку, потому что офлайн — это новая лакшери. Я думаю, что ничто не заменит когда настоящую жизнь. Настоящую жизнь вне телефона, когда ты не пялишься в телефон. А здесь можешь побыть там час-два, зарядиться на весь день и дальше побежать по стройкам с перфораторами, со строителями, стрессом, клиентами и, в общем, с реальной жизнью. А ты была на Кипре до того, как приехала сюда жить? Или бы вы не приехали сейчас жить? У вас это временное место или постоянное? Я приехала сюда на обмеры по проекту. У нас по контракту были обмеры. То есть к нам пришел клиент с 6 проектами здесь, на Кипре, в апреле 2022 года. То есть там в феврале вот это все началось. И в мае у меня была поездка сюда. У меня был как раз день рождения в конце мая, и поездка была на обмеры. То есть я приехала посмотреть, обмерить проект и делать его онлайн. Там 6 месяцев, в принципе, там мы проектировали, потом онлайн. И я приехала в мае, посмотрела, приехала в этот район. И я, кстати, не увидела здесь ни одного киприота за эту неделю. Я видела только славянские лица. То есть это были белорусы, русские, украинцы. И это для меня было большое удивление, что я нахожусь вне, СНГ 100%, где-то Middle East. Там, если спуститься от Одессы, это четко внизу по карте. Часовой пояс тот же, но по идее все должно быть иначе. И я реально за эти 5 дней или 6, которые я приехала, я не понимала, что происходит. И только в Ларнаке уже, когда я улетала, я прогулялась по набережной и увидела, как выглядят местные подростки кипрские. Вот какая у них масть, какой они породы, какой у них там кудрявый волос, какой-то оттенок кожи и так далее. И это для меня было большое удивление. Я решила, что было бы неплохо тут перезимовать одну зиму. Мы так зимовали, когда я была беременной, и мы приезжали в Таиланд рожать детей. Мы там полгода провели, и в мае мы уехали в Одессу. В Одессе было гениально в мае, а в Таиланде уже было невозможно, потому что дикая жара, плотный воздух, 45 градусов. Иди к нам. И даже тайцы... Тебя потом, ты просто без микрофона пока будешь. Здесь... Ты сказала, я рожала, у тебя близняшки. Да, у меня двойняшки. Садись. Да. Двойняшки? Садись, да. Да, привет. Двойняшки. О, какая ты вообще, смотри. В общем, Кипр меня поразил в мае. Он весь цвел, пах, он был весь в цветах, и я подумала, надо детям это показать. Плюс море безопасное, в котором можно купаться. И, я подумала, что детям здесь будет просто обалдеть. Плюс здесь из каждого угла был звук перфоратора. То есть для нормального человека это ад, а для меня, как для архитектора, это был просто музыка
музыка моей любимой архитектуры. То есть это ту-ду-ду-ду-ду-ду, из каждого двора. Тут все реконструировалось, тут дикие стройки были 2 года назад, все строилось, как-то вырастали. Я подумала, боже, это просто какой-то клондайк для меня. И у нас здесь появилось вот этих 6 проектов. Я подумала, что неплохо было бы перезимовать. В декабре мы приехали на авторский надзор. У нас по договору 6 месяцев авторского надзора. То есть мы приезжаем и ходим на стройку, следим за процессом стройки, строителями и так далее. Пока мы здесь находились, активно очень нетворкились, у нас появились новые клиенты, классные очень заказчики, друзья, среда, и все как-то обросло таким, вроде бы мы в командировке такой длительной. Мы решили, что классно будет открыть офис здесь, как бы в европейской части. То есть офис в Одессе, офис здесь, и мы открыли офис в Индии. Вот за эти 2 года отправили туда нашего сотрудника, Сашу, девочку, и она берет сейчас, активно мы набираем там сотрудников в индийский офис, здесь кипрский, и по моему плану еще должен быть офис в Америке. И мы такие мигрирующие архитекторы из разных частей света, мы из разных офисов переезжаем и строим отели. Вот это был мой план 7-летней давности. То есть такая студия, которая представлена на каждом континенте, и мы можем строить какие-то большие проекты, при этом находясь там по 3-4 месяца в каждой точке. То есть я вообще не воспринимаю какую-то одну точку как финальную. Мне кажется, что жизнь — это движение, и что почему птицы могут мигрировать и находить место, где им там зимой лучше, летом хуже, а мы нет. Здесь на острове очень какая-то колерованная подборка людей для меня сейчас. То есть тут такая творческая интеллигенция во многом. Если мне кажется, что 2 года назад здесь были разработчики, айтишники и все. А сейчас сюда намывает людей из моей среды, их меньше намного. Поэтому я когда встречаю кого-то, кто из творческой среды, мне супер феерично общаться и приятно, что здесь и творческая комьюнити тоже растет. И это прикольно. Так, у нас сейчас будет вся семья в сборе, причем самое интересное, что с Олегом я знаком как с директором двора, главным охранником, секьюрити-менеджером, надзирательным прокурором, выносящим сразу же наказание и карателем. Я до сих пор переживаю по этому поводу, честно. Нет, это было прикольно. Мы снимали экспаты в Одессе, я снимал иностранцев, которые переехали в Украину, и Катя, которая сейчас живет в Германии, одесский прогулковод, замечательная героиня, она говорит, это так интересно, прям с ней еще есть фильмы про Одессу у меня отдельно, я его выпустил, когда война началась уже. И Катя нас приводит в дворик, говорит, идемте, покажу вам, вот дворик, его реконструировал, он такую атмосферу, вот вы сразу почувствуете. Только, говорит, у меня есть ключи, но здесь, говорит, надо быть очень тихо, здесь настоящие одесские жители. Они не очень любят, когда к ним приходят, их тревожат. Ну, понятное дело, как бы, знаешь, там, когда это были не мы, но... Это были не вы, мы заходим, так тихенько снимаем, там разговариваем. На нас я и еще со мной 2, плюс Катя 4. И выходит Олег, здравствуйте. Что вы тут делаете? Я не понял. Что такое? На меня жена отправила, на самом деле. Да. Что это они там шумят? Это был последний раз, когда я, не подумав, пошел и разбираться. Я думаю, чего я придрался? Таким образом мы познакомились, но дворик остался в этом видео, и я думаю, что посетителей вам, скорее всего, прибавилось конкретно. Так что карма, она, знаешь, такая. Его снимают, вот мне вчера писали очередные, можно ли у вас сниматься во дворе, это прямо было, но до войны это был поток людей очень большой. У нас двор делится на, знаешь, несколько публичных и непубличных зон. То есть есть там публичная зона, улица, полупубличная, наш двор, где мы за то, чтобы люди находились, а вот наши соседи, как бы уже супер приватная, там такая приватная зона, полуприватная. И вот когда те люди, как бы гости нашего дворика, попадают в приватную зону, где там дети
в купальниках или без купальников вообще голышом в бассейне купаются, Одесский двор, там какой-то происходит движ, они очень могут агрессивно выйти и послать вас просто. И я охраняю вас. То есть в какой-то момент я вижу, опа, незнакомые люди идут, где зона небезпеки, там, ну, типа, аларм. Я такая, Олег, надо спасать ситуацию, сейчас будет скандал. Поэтому это была на самом деле гонец доброй воли, или как сказать, он вас охранял. Вы мне обещали какао. Пошли. Да. Мы тебе У вас сейчас напоим субботний день, как вы проводите вообще в субботу, Жанна? Ну вот так я иду на йогу, потом мы или пьем чай, или пьем какао. У меня есть такой созвон с подружками с чайной церемонии, или какао. Олег едет на базар, на фермерский рынок. А сегодня рабочий? Я хочу съездить посмотреть. Мы сейчас поедем туда. Мы попьем какао и поедем на рынок фермерский. Покупает там какие-то яства. Все, дальше обычно планов у нас нет. Потом мы идем в баню иногда. Мы идем в спа. Она находится тут совсем рядом. В соседнем отеле. В отеле. Там есть бассейн. Главный день получается. Я заметил, что... Давай представим. Да. Жанна, Олег, Ева, Шейна. Да. Правильно? Да. Имя Шейна для меня новое, но мне кажется, это значит жизнь. Шейна, значит, Нет, Красиво. я красивая, Ева же. А Ева жизнь. А ты красивая, Ева жизнь. У меня старшая дочка Ева, только ей 15. Тоже Младшая Эмма, ей 10. Ну, где-то в вашем возрасте. Ты красивая, а ты жизнь. Интересно. Но это на иврите, правильно? Шейна на идише, Шейна на идише, а Ева на иврите получается. Ева на иврите. А в чем разница между идишем и ивритом? Иврит — это древний язык, древнееврейский, на котором говорили евреи там 1000 лет назад. Так. Который потом, он был такой язык книги, язык еврейской книги, в которой реально на нем люди не говорили. А когда евреи расселились из Израиля в разные стороны, у них возникли диалекты. Вот идиш — это среднее между немецким и ивритом, на нем говорили евреи в Германии, потом в Польше, в России, они расселялись в Беларуси, Украине. А есть еще, например, в Испании есть ладина, это язык, на котором говорили те евреи. И таких диалектов много. Там есть бухарский еврей, эфиопский еврей, много очень разных. И потом, когда возник Израиль, возродили иврит, и начал умирать идиш. А был момент, когда на идише в Америке издавались, по-моему, не помню сколько газет, в Нью-Йорке именно. В Нью-Йорке было, по-моему, 30 газет на идише, издавались книги на идише и так далее. Но сейчас это практически уже мертвый язык. Слушай, я думал, вы живете где-то наверху. Я думал, что у вас какой-то там суперсовременный дом. Тут у меня вообще-то Дубай. Я Лимассол стараюсь так... Объезжать? Ну, как-то да. Во-первых, вот это вот Кипр мне непривычно. Дубай здесь видеть. Я на Кипре там, уже 12 год бываю. Для меня Кипр это сначала всегда был Протарас маленький. Фиктрибей, конец октября, начало ноября, семейный отдых, маленькая вилла, свое патио, и ты там проводишь время со всеми. А Лимассол, когда первый раз приехал, мне понравилась набережная, но за эти там, 11 лет, столько небоскребов, всего выросло, что, ну, как-то другой Кипр стал, во-первых, а во-вторых, ценник здесь совсем другой. Ценник другой, но ты слышишь, как тихо тут? Здесь у вас вообще Не слышно ни дороги. не совсем Лимассол. Это вообще не Лимассол, да? У меня ощущение здесь точно калифорнийское. Здесь есть ощущение такой work-life balance, мне кажется. Мы пашем здесь так много и так много работаем, как мы не работали в Украине. Мы работаем по 12 часов, но должна быть компенсация, и эта компенсация здесь это море и близость. То есть это на самом деле туристическая зона, курортная. И мы подумали, что мы приедем на пару месяцев так психологически восстановиться, как-то релакснуть, и потом переедем уже в нормальное жилье с детскими комнатами, большими там спальнями, гардеробными и нормальными прихожими. Но пожив в 30 метрах от моря, и когда ты просыпаешься и запрыгиваешь в море через 30 секунд, этот сценарий жизни, или приходишь после стройки вечером, и ты можешь переодеться в купальник и тут же запрыгнуть в море и забыть про какие-то стрессовые ситуации со строителями здесь. Это, ну, такой, мне кажется, классный баланс между работой и отдыхом. И тогда не нужно ездить куда-то отдыхать. Последние тренды урбанистики говорят о том, что город должен стать горизонтальным, что в вертикальной плоскости у нас нет коммуникаций, меньше коммуникаций, чем в горизонтальной. Поэтому на самом деле классное жилье – это все-таки до 4-5 этажей.
где ты можешь видеть глаза своего ребенка, который гуляет во дворе со своего балкона. С 25-го этажа ты не можешь видеть, ты очень оторван от земли. Современные города переворачиваются в плоскость быть распластанными равномерно горизонтально. Да, то, что здесь торчат эти, как я считаю, фаллические символы архитектуры, превосходства мужской архитектуры над женской, это неминуемая история. То есть это такие скульптурные деньги. Здесь это плюс еще история с паспортами, с какими-то, не знаю, махинациями про легализацию здесь. Было это. Кого угодно, да, было, сейчас уже нет. Но, половина этих небоскребов стоит пустыми. Не стоит очередь туда на этот квадратный метр, на вселение и так далее. Что лично я получила из опыта? Мы жили в Одесском дворе, в котором как бы нам получилось сделать такую полуприватную дворовую эту историю, в которой мы могли вести какую-то свою жизнь, при этом быть в комьюнити, внутри нашего двора, точечно. То есть, когда ты не обязан каждый день поддерживать разговоры со всеми своими... В нашего комьюнити был посол который общался со двором, Жанна вообще не общалась. Да, интеграторство такое. Да. И это сложные коммуникации. На самом деле, города созданы для того, чтобы мы коммуницировали друг с другом. Потому что если ты живешь сам, один, в деревне, вокруг тебя поля и нет людей, ты можешь прожить так какое-то время, но рост, не знаю, развитие, образование, дети, мы все же очень социальные существа во множество. Наша психика так устроена, что на какое-то время мы можем забуриться в деревню и найти себя, медитировать, искать какую-то свою точку, опору. Но в целом мы призваны, чтобы, мне кажется, помогать людям коммуницировать, обмениваться и совершать эту, какая-то всемирная сеть нейронов. Вот это люди, которые передают друг другу какие-то заряды. И в городе ты можешь эффективнее передавать этот заряд. Если у тебя есть какая-то миссия, визия, какое-то видение будущего, города меняются очень сильно. Я вижу это по примеру Одессы, в которой я была велосипедным активистом. Смотрю, у меня весь двор в велосипедах. Здесь, где не ездят на велосипедах, где все для тачек, все американская система Лос-Анджелес, в булочную за хлебом. Мы пробовали здесь первый месяц, это же европейский город. Мы же сейчас тут сядем на велосипеды и поедем на свои стройки. Это невозможно, потому что здесь плохая инфраструктура все-таки для этого. Город вертикальный. Наверху почти вся индустриальная зона, в которой куча для нас подрядчиков, она, ехать вверх. Ехать 1,5 часа по 40 градусов в жаре. Все. Но какое-то время мы в горизонтали в городе по Молосу мы передвигаемся на велосипедах. Это супер лайфстайл, когда ты едешь на свою стройку вдоль моря, или ты едешь на вечеринку. Мы вчера вернулись в 2 часа ночи. Мы поехали в центр, и из центра 25 минут сюда. На великах? Да, на великах, да. И это здоровье, это воздух, это движение, это детское чувство свободы, и мобильности, которое ты получаешь. Поэтому я лично не за квартиры. То есть мы в Одессе нашли очень странное место для жизни. Это были нетипичные квартиры. Потолок 4,20, потолок 2,80. Какие-то в Одессе множество жилья нетипичного. И, конечно, мы все выбираемся из этих клеток. Я тоже жила в квартире вместе с родителями, где моя комната, это было пространство за шкафом. В общем, open space. Какое-то время и так. Потом мы переезжали, папа все время что-то докупал, у нас были свои комнаты. И ты знаешь, мы во время этой истории с войной, когда все началось, мы почувствовали, насколько поменялось относительно жилья в квартире. Мы разбомбили свою квартиру сами за 2 месяца до войны, чтобы объединить ее и добавить детским, докупили соседние, чтобы детям было нормально там жить. И не успели, потому что началась война. И переехали в нижнюю квартиру, где дети временно должны были спать в гостиной. И мы стали больше коммуницировать. Это теснее, мы стали видеть друг друга чаще. Когда все разошлись по своим комнатам с девайсами, то, что происходит сейчас, да, и я понимаю, что это временная мера, что, конечно, мы их разведем в разные комнаты, у каждого будет свое пространство, это супер. Но в тот момент, когда приходит большой стресс... Дети счастливы, смотри, как наконец-то, мама, записывайте, дети. Да. Когда, дети, научитесь, надо спрашивать всегда, когда, дедлайн ставить. Я умею.
Мы уже ищем уже переехать, на самом деле, намного быстрее, да. Потому что мы понимаем, что между вот этой близостью к морю и офигенной локацией за бешеные деньги 3-спаленную квартиру здесь, вот в этой локации, найти невозможно практически. Я вот сижу и думаю, а как продать Кипр? Потом думаю, зачем его продавать? Чем больше людей туда едет, тем там дороже. Дороже жизнь, дороже недвижимость, больше трафика. А если вы бывали в Лимассоле либо в Пафосе, вы хорошо заметили, что трафик изменился. Ну и по выпуску вы это поймете. По Лимассолу мы мало катаемся, там все-таки это выходной день, а вот в Пафосе, когда были, там все в трафике, и людей очень много, мигрантов много, экспатов много. И есть те экспаты, которые приезжают с большим количеством денег, и их вообще не считают и тратят, и из-за которых в том числе очень сильно поднимается стоимость жизни и стоимость всего. А есть те, кто приехал вообще без денег, без образования, без каких-либо навыков и ждет, что Кипр их примет. И делать ничего не хотят. Ну, есть такие и такие. Они всегда такие есть, и везде такие приезжают. Я вот сидел, думал, как вам Кипр продать? И снова же, а зачем вам его продавать? Ведь я уже, во-первых, снял видео топ-стран, моих топ-стран для жизни, где Кипр в том числе в том списке присутствует. Там еще и Турция, и Испания, и Португалия, и другие страны. И я вот сейчас слетаю, сниму Катманду, не Непал, а Катманду, потом Бутан, потом буду больше месяца в Америке, снимать всю Калифорнию проеду, в Остин, в Техас заеду, Майами, потом Нью-Йорк, вернусь. Кстати, вернусь, и у нас начнется 17-й поток обучения в школе цифровых навыков пара, но об этом чуть позже. Так вот, я проеду, сниму Штаты. И после этого летом сяду и сделаю полноценное видео топ-стран для переезда, чтобы начать с нуля. Потому что меня очень часто в комментариях упрекают: Андрей, ты все про айтишников, ты все про богатых, про успешный успех. Ну, про успешный успех вряд ли. Про богатых вряд ли. Прям миллионеров, миллиардеров не снимал и не помню. Я снимаю обычно тех людей, с которыми мне интересно. У меня более 500 интервью. Айтишников, да. Снимаю в том числе, потому что у них могу поучиться, и простых людей хочу снимать. Знаете, как сложно найти кого-то? Ну, вот я сам кастинг делаю. И перебираю очень много людей. Ну, кто-то не хочет говорить всю правду, кто-то вообще не умеет на камеру говорить, либо нормально общаться. Ну, в общем, нюансов много. И ты перебираешь там среди десятков, сотен человек, находишь того одного-двух, и из-за них в том числе едешь, чтобы показать страну и особенности жизни и так далее. Кстати, на Кипре с кастингом вообще проблем не было. Это у меня 3-е или 4-е видео с Кипра, и еще парочку точно будет. Поэтому, ну вот, на Кипре можно много снимать, как и в других странах. Кстати, на Кипре наших очень много. И у большинства получается. Есть те, кто уезжают, конечно, а есть те, у кого хорошо получается. Вот. Так я вот поеду, сниму Америку, разберусь с Америкой, потому что она у меня была в топе, но сейчас много изменений, вот и для украинцев много изменений, я разберусь, а потом решу, оставлять Америку в этом списке или нет, и сделаю видео полноценное, большое, топ стран для переезда, чтобы начать с нуля. Что значит с нуля? Когда ты приезжаешь, и у тебя, по сути, ну, нет большого багажа с собой, там, чемодана денег, багажа каких-то супер знаний, супер навыков. И ты приезжаешь, и где ты можешь с нуля освоить какую-то профессию, с нуля начать работать, с нуля у тебя дети начинают жить, ходить в школу, развиваться. И, возможно, в твоем поколении, возможно, в поколении твоих детей уже жизнь становится нормальной. У каждого понятие нормальности свое. И здесь тоже мы об этом будем в том числе говорить в видео. Это будет такое слегка психологическое, слегка философское, большое видео, в том числе и о моем мировоззрении, ну, которое с многими, в том числе, кто смотрит сейчас, исходится. Кстати, если вы смотрите, и вам нравится то, что я делаю уже много лет, ну, не поленитесь, поставьте видео на паузу, напишите комментарии, там, благодарю, дякую тобі, друже, либо еще что-нибудь, лайк поставьте, если не подписаны на этот канал, подпишитесь на него, тоже у меня несколько каналов в YouTube. А теперь вот о том, что возвращаюсь я из Штатов, и 17-й поток
в школе цифровых навыков пара у нас начинается 10 июня. Вот с 10 июня 6 месяцев, 2 раза в неделю мы будем встречаться на курсе по комплексному интернет-маркетингу, где будем вживую разбираться со всеми нюансами интернет-маркетинга. Так, чтобы у вас в конце была стратегия своего бизнеса, дипломная работа. Будем отвечать на ваши вопросы. Разберемся, как что работает, как это настраивать, как вести социальные сети, как создавать контент, как писать статьи, как делать email-рассылки, как настраивать платную рекламу, как появляться в Google выдаче в поиске бесплатно-платно, как создавать YouTube, как снимать видео. Кстати, мы добавили с предыдущего потока, где я сейчас читаю лекции, в том числе сегодня у меня лекция по позиционированию про музу бренда, я рассказываю. Мы создали еще один блог, 7 лекций, где мы рассказываем о том, на что снимать, как работать со светом, как работать со звуком, как снимать на телефон, как это монтировать в более сложных программах, например, Adobe Premiere, либо DaVinci Resolve, как это красить, что такое цветокоррекция, как работать с Final Cut. Ну, в общем, вся необходимая информация, в том числе для тех, кто еще хочет разобраться в content creation, фильммейкинге, в том числе. Я это так называю. Мы, кстати, в школе на сегодняшний день посчитали 3910 человек уже обучили со всего мира, поэтому если вам нужны знания в интернет-маркетинге, не просто знания, теория, а знания с практикой, с разбором примеров, причем ваших примеров, в том числе на вашем личном кейсе, в вашем личном бизнесе, приходите к нам на 17-й поток, 18-й поток, 19-й поток. Но вот если придете на 17-й сейчас, то сейчас самые выгодные условия. Обучение начинается у нас 10 июня. Как я уже сказал, полгода будем встречаться 2 раза в неделю вживую, совсем разбираться. Но если вы приходите раньше, у вас, соответственно, более выгодные условия. Цена ближе к запуску всегда немножко выше поднимается. Придите, зарезервируйте себе место. Ну а если вы осознанный бизнес, который понимает ценность SMM, SEO-оптимизации, контекстной рекламы, которому необходима помощь в этих направлениях, и вы хотите вовлечься этим заниматься, приходите к нам в агентство Para Agency. Мы с командой с удовольствием поможем вам все настроить, совсем разобраться, чтобы это все работало и приносило вам и вашему бизнесу прибыль. Ну, в общем, я наговорил много, я знаю, и желаю вам приятного просмотра видео. Дальше. Школа цифровых навыков Para. Давай разберемся вместе. Исследовала ли ты, как влияет архитектура на человека? У меня есть теория про творческих людей, что когда ты рождаешься где-нибудь, не знаю, на юге Франции, либо где-нибудь во Флоренции, и ты каждый день видишь архитектуру, которая для тебя является как бы базовой вокруг себя. Ты видишь, как одеваются люди, как люди общаются между собой. Когда ты видишь, как они едят, подают, что принятие пищи – это праздник, когда ты видишь все, что происходит вокруг тебя, то это для тебя формирует вокруг тебя определенное какое-то пространство, в котором ты как-то развиваешься и, соответственно, в этом соку вырастаешь и идешь. Когда ты рождаешься где-нибудь в Катманду, где у тебя, ты думаешь, как выжить, когда, да, ты ходишь в свой индуистский, либо шиваистский, либо буддийский храм, когда ты там читаешь мантры, еще что-то делаешь, но при этом ты ходишь по грязным улицам, где у тебя нет тротуаров, где у тебя пыль, где у тебя нет дорог. Канализации. Это, нет канализации, это тоже имеет какое-то определенное свое влияние. Да, и так, и так. Как ты думаешь, имея столько проектов по всему миру, как это влияет на людей, на общество в краткосрочной и в том числе в долгосрочной перспективе? Я уверена, что среда формирует сознание, а сознание формирует быт. Вот эта история про мы формируемся в среде однозначно. Наша психология, наше восприятие мира, наша картина мира очень сильно зависит от того, в какой среде мы находимся. И я верю, что... Смотри, в оперном театре мы все выпрямляем спины, но мы ведем себя соответствующе. Архитектура оперного театра формирует наше настроение,
наше ощущение праздника, там, вот эта вот вся история с выпрямленной спиной. В парке, где классно освещено, ты чувствуешь себя расслабленно и безопасно. А если в парке выбита лампочка, стоит переполненная урна, и все, ты озираешься, ты ищешь глазами опасность. Это разное абсолютно развитие психики. И я верю, что иногда среда, которая вокруг нас, там чистая, без рекламы, без машин, без трассы вот здесь, потому что Лимассол очень шумный, она может быть более лекарственно полезной тебе, чем там в данный момент большое количество спален. То есть иногда я выбираю, моя профессия звучит дизайнер архитектурной среды. То есть я 5 лет училась на архитектора, а потом надо было выбрать специальность. И вот это фокус на качестве среды, которая вокруг твоего жилья. Это может быть квартира, но если это квартира в классном жилье, в классном среде, где есть лес, вода, чистое море, ты не слышишь воздуха, почему нет? Если это большие террасы, где ты можешь внести, уличное пространство вовнутрь. Весь Лимассол строится на гигантских террасах. Тут террасы под минимум 35-40 метров. Это мне нравится. Это тема и Одесса тоже. То есть это тема южного города, в котором ты почти 9 месяцев можешь жить на улице, на террасе. Можем работать на улице, здесь, если не бликует монитор. В принципе, дети здесь проводят, очень много времени. Они вытаскивают сюда Барби, тут раскладывается, рисование, лепка, все. Тут такое происходит вакханалия детская. Вот эта тема с двором, она, мне кажется, намного важнее для их роста и развития. Когда мы еще в жизни сможем пожить в 30 метров до моря? Я не узнаю, удастся ли нам так. Не в каждом городе мира это возможно. В Одессе, например, ты не имеешь права жить в ближайшие 100 метров. Это охранная зона, в которой есть только там кафе, вот эти... история с набережной. И дома только в пределах 100 метров. То есть там у нас скандал происходит, когда отели строятся прямо на береговой линии. М1 ты участвовала? Да, это мой проект. Это мой проект, да. Я видел недавно где-то в Инстаграме. Это твой проект? Да, это мой проект. Это реконструкция. Там были дома, кстати. Там были таунхаусы двухэтажные, заброшенные, в которых ничего не происходило. И клиенты, которые решили сделать там отель, взяли в аренду у города эту часть и переделали это в отель. Я считаю, это офигенно. Там лучшие закаты. Ты просыпаешься, у тебя в море. Это отель, который я делала, когда мне доверили в 24 года. Я благодарна Одессе и Украине вообще в целом за то, что в 24 года архитектор ты можешь делать 70 номеров отель. В Европе ты ждешь 40-45, пока ты перестанешь быть джуниором и станешь сеньор-архитект. В Украине все намного быстрее может двигаться. И мы сейчас строим по всему миру. Я понимаю, что Украина дала мне огромный экспириенс в плане изменения среды. То есть, когда я была активистом велосипедных дорожек, через 10 лет, во время войны, весь город прочерчен в велосипедных дорожках. И уже я перестала быть активистом. Сменяются поколения, появляются новые люди. И это медленные процессы, но они идут, и город меняется. Город меняется в плане, он адаптируется под тебя. Не каждый город, конечно. Но в целом я верю в города, как место, где ты можешь активно вести какие-то 10, 20, 30 лет своей социальной жизни, вот этого максимального роста. Деревня хороша, мне кажется, в конце, когда тебе не нужно так часто коммуницировать с людьми. Просто и тратить час на выезд в город, час на въезд, если ты активно работаешь, если ты в активном бизнесе, мне кажется, это не моя история. Кто-то, да, едет и медитирует. Мы часто рассуждаем о том, стоит ли переехать нам в горы, например, где жилье намного дешевле, где чище воздух, прохладнее воздух, дальше от моря. Дальше от школы. Дальше от школы. И в школу нужно будет возить их полчаса, час. Тут же есть место Тродос, где снег есть зимой. Я бывал там. И я понимаю, что это Олегу надо будет проснуться раньше, или мне, сесть в машину и использовать машину утром. Мы пешком тут ходим в школу, в местную, 10 минут отсюда. То есть вот эта логистика, где ты проводишь день и как ты проводишь свой сценарий дня, она важна. И мне кажется, не важно, дом это или... Конечно, прекрасно, если это дом. Я рада, если это дом. Потому что здесь у нас есть возможность жить прям, как бы на земле. Тут нет, на самом деле, тут зелень и эвкалипты. Но это другое качество жизни. Мы переехали из Одессы со 2-го этажа на 1-й.
И какое-то время жили на первом, доступ на улицу намного быстрее. Хорошо. Да, было очень хорошо. Мне очень нравится экспериментировать и менять. Я вижу, как по-другому меняются сценарии дня. От того, где ты живешь, в какой среде. Квартира на 25 этаже для меня не является пиком, к которому я стремлюсь, на самом деле. Мы смотрим много здесь жилья. Ты говоришь, какой-то тренд сейчас на горизонтальное города, да, на горизонтальный город. Ты помнишь этот проект сейчас, где в Саудовской Аравии? Небоскреб такой, хоп, и положили Помню. его. Да. Но его же не сделали еще. Не сделали, его делают. Я вижу, как заливают бетон, вокруг него летают дроны, я вижу, в архитектурных пабликах про него снимают. Идея такая, что все же мы существа, которые живут на Земле. Плюс башни 9.11, все эти землетрясения, апокалипсисы, очень трудно, я тебе как архитектор скажу, по пожарным планам с самого верхнего этажа добраться до низа, если здание горит. Или если здание разрушается, или, я не знаю, какой-то форс-мажор происходит, война, допустим. Начинаются пробки, ну как пробки, большой наплыв людей. Эвакуация людей из здания очень важна. Поэтому обращайте внимание, когда вы заходите в новое здание, нужно смотреть на план эвакуации. Израильтяне и сирийцы селятся в Ларнаке, потому что там есть аэропорт, и можно легко улететь. Они не селятся здесь. Потому что если случится что-то, лучше быть поближе к аэропорту. То есть у них психология людей, которые прожили апокалипсис к войны, и они выбирают место, откуда быстрее будет улететь. Ладно, такой простой бытовой вопрос, и поедем на рынок. Сколько метров здесь у вас, сколько это стоит, и хорошая ли это цена? Я знаю, что хорошая. Это стоит 1800 евро. Это очень большая цена за такой объем. Сколько метров? Метров 70 где-то, одна спальня. Там. 70 метров террасы. Ну и здесь, наверное, и здесь 50. 50. 50. 50, да. Я составлял коммерческое предложение, поэтому я четко знаю, сколько тут метров. Мы сейчас занимаемся реновацией этого всего, перестройкой 2 таких секций в одну 3-спальную квартиру. За 1800 можно снять, в принципе, 3-спальную квартиру не очень близко от моря в нормальном состоянии. Без проблем. А в Пафосе, ну, я думаю, ты знаешь, в Пафосе можно снять большой дом с 4-5 комнатами за эти деньги. Поэтому мы тут сильно переплачиваем, но мы зато за эти деньги получили, собственно, я получил восстановление во время войны, слава богу, и мы получаем море, которое рядом с нами, мы получаем ту среду и там то, что говорила Жанна, то все эти не всегда осязаемые удобства, точнее, очень осязаемые, не всегда те, которые ты можешь описать, из которых вот складывается наша тут жизнь. Это очень важно. Количество комнат в квартире не факт, что это заменит. На рынок обычно кто ездит? Я. Ага. А кто дома готовит, дети? Папа. Кто дома убирает? А что делает мама? Рисует и работает. Арестует и работает. Понятно. Поехали на рынок. Поехали. Пойдем сразу налево. Вот здесь мандарины ваши. Так, мы на рынке. Это субботний рынок, он работает только по субботам с 8 до 2. Он делается, вот можете посмотреть на парковке. Потом это все вымывается и здесь ставятся опять машины. Тут есть достаточно непривычные вещи, например, артишоки. Есть то же самое, что есть на рынке в Украине. Мы обязательно покупаем авокадо и едим его в больших количествах. Вот это мушмула. Предлагаю вам попробовать. Я люблю вот такие продолговатые апельсины. Я не знаю, как называется этот сорт. У них очень толстая кожура. И они кисло-сладкие, очень вкусные. Нереальные. Сколько денег уходит на продукты в неделю либо в 50 месяц? евро уходит на базар. На базар, но это же Только на базар. 50 евро на все остальное где-то. в неделю. В неделю, да. 50 евро все остальное. Да, где-то 100 евро в неделю уходит. Это на То есть 4 это человек. где-то 450 евро в месяц. 400-450, да. Ты доволен качеством продуктов? Да. Чего-то тебе не хватает? Мне всего хватает. Тут есть забавные вещи. Например, картошка стоит намного дороже, чем у нас. Или то, к чему мы привыкли, что должно быть дешевым. Чеснок, например. 1 чеснок стоит евро. А есть какие-то вещи, которые наоборот, там можно купить мандарины за 50 центов килограмм.
и они Дети будут обычно прекрасными. что просят купить на рынке? Дети, что вы просите купить на рынке? Мандарины, яблоки. Дети выбрали мандарины, которые стоят не 50 центов, а 3,50. Почему они так дорого стоят? А какие-то элитарные, наверное. Вот детям нравятся только они. И они просят покупать только их. Еще тут лакшери редиска. То есть пучок редиски стоит несколько евро, 3 штуки. Покупается поштучно. И к этому сложно привыкнуть, конечно. Тут торгуют, кстати, очень много сирийцев. То есть это их бизнес. Они свободно говорят и по-гречески, и по-арабски. Вот, по-моему, нет, это, по-моему, киприоты, вот там дальше торгуют сирийцы. Они со всеми здороваются, уже как базар в Украине. Ты приходишь, с тобой здороваются, там как дела. Если сравнить с привозом, Привоз больше, там намного больше выбор. И он существует всегда. В этом его прелесть. Сюда ты должен приехать в субботу. Если ты хочешь купить что-то на рынке, ты должен прийти в определенное время. Или прийти на парковку, посмотреть. остальные продукты где вы покупаете? Мы покупаем в основном в Лидле, нам подходит формат. То есть это такой магазин типа Сельпо, наверное. Не знаю, с чем его сравнить. Овощи, фрукты по качеству отличаются от тех, что в Украине? Нет, в принципе, тут такое же хорошее качество, как в Одессе. Нет хороших помидор. Потому что мы избалованы одесскими помидорами разных цветов, разных сортов. Мы сюда привезли вот недавно нашему клиенту желтые помидоры, семена. И надеемся, что они их вырастят, и у нас будут тут желтые помидоры. Это Лимассольское водохранилище. Здесь хранится запас воды, который использует этот город. Вижу, воды крайне мало. Да, в этом году засуха. Их на самом деле два. Это Гермосойское, есть еще с той стороны водохранилище. Но они все очень переживают, потому что воды меньше половины. Было мало дождей. пророчат отключение И воды будут летом. опреснять воду, скорее всего. Прям так? Да. Ну, какое-то время, там, пару Не часов в пророчат, день они не будет. У них есть еще опреснители воды, будут опреснять воду. Если совсем все будет плохо, тогда будут отключать воду там на несколько часов в день. Такое было один раз за последние 10 лет. Мы побывали в этой кондитерской кафешке, где ты делала дизайн. Выпили кофе, который я не люблю. Я люблю горький кофе, а там кислый кофе. Я вижу там классные сладости, и дети были очень довольны. Интересный, прикольный дизайн такой детский. Для девочек больше, как по Девчачий. мне. Девчачий, да. Но мне, если честно, больше нравится здесь вот. Природа. Да. Природа. Поэтому давай продолжим тему стран, городов, которые нравятся тебе, почему и какие ты видишь тренды в архитектуре, взаимосвязи архитектуры, материального благосостояния, духовного равновесия, баланса и баланса между материальным и духовным в зависимости от стран, архитектуры, городов и так далее. За мое забавное наблюдение про степень развитости дизайна и архитектуры и погодные условия в этой стране, например. На Кипре практически 8-10 месяцев в году ты можешь жить на улице и заморачиваться о настроении, витамине D тебе не приходится. Тут все время солнечно, и все время есть энергия работать и что-то создавать. В странах Северной Европы, скажем, там Дания, Норвегия, Швеция и скандинавские страны, вся эта история, там супер развит дизайн, классно развита архитектура, но при этом это самые депрессивные страны и большой процент суицида. Все самые известные книги о счастье и исследования о счастье происходят родом из этих стран. Да, это все от того, что там 10 солнечных дней в году, и люди сходят с ума от... 10. Ну, реально, в некоторых странах реально 10 солнечных дней в году, да. Есть и такая статистика. И Копенгаген, который в топе просто дизайна. Да, я когда первый раз приехал после Амстердама, был много раз в Амстердаме, Да. Копенгаген, и мне так, я жене звоню, ну как тебе? Просто, не знаю, это десятка, максимум валет бубновая, а это Джокер. Вот по ощущению, Да, по знаешь. ощущению среды Но мне, городской. знаешь как, мне еще повезло, это был май месяц, 5 солнечных дней, Вот тех самых. вот тех самых, они все купаются. И так, вау. Ну, вот такие дома мне нравятся.
Но там нет высоких вот таких прям Нет, домов. и это супер тренд в урбанистике строить, как в скандинавских странах, максимум 5-7 этажей, чтобы мать могла видеть своего ребенка, который во дворе гуляет, и ты можешь держать контакт с тем, кто находится на земле, ты на балконе, например, своего дома, и тогда есть ощущение эргономичности в городе, и это классная среда счастливых людей. То есть Голландия в этом плане, Дания, они супер в тренде, и они максимально обнимают тебя архитектурной средой так, чтобы ты был счастлив. Если посмотреть голубые зоны и долгожителей, то это страны, в которых достаточно, такой теплый климат, умеренный. Есть свои продукты, которые производятся, кстати, на Кипре. Огромное количество фермерских продуктов. То есть мы едим папайю круглый год. Есть манго, есть свои бананы. То есть тропики. Авокадо, да. И в какой-то момент я нашла открытку, на которой было написано там укорениться в Азии, пожить, какой-то такой движ был про Азию. И когда мы переехали сюда, я случайно посмотрела, что Никосия, пишется Никосия Азия. То есть это остров, который относится к азиатским странам. Это единственная европейская, азиатская страна. Да. Страна, которая находится в Азии, в Евросоюзе. Да. И если на этой открытке был Таиланд, в котором я понимала, что у нас сейчас там нет, допустим, проектов, каких-то отелей, каких-то клиентов, и там рынок очень закрытый от экспатов, то Кипр супер открыт для экспатов и для работы в плане архитектуры здесь постоянный девелопмент. Поэтому наша теория про миграцию между офисами, один офис в Европе, один в Азии, один в Америке, мне кажется, он очень жизнеспособен. И если вдруг произойдет что-то там, не знаю, вся вода высохнет, все ледники потают, и климат изменится так, что нам нужно будет выбирать опять, куда двигаться дальше, то это гораздо большее количество точек. То есть наша идея в том, чтобы быть на рынке, так хорошо себя уверенно чувствовать, чтобы быть востребованным везде. Как Кипр принимает приезжих? Мы приехали на самом пике приезжих, и я думаю, это была напряженность переизбытка иммигрантов в этот момент. Поэтому сначала он принимает всех хорошо. На мой взгляд, Кипр достаточно гостеприимная страна. Это греческая, накормить, принять, достаточно позитивно тебя встречают с улыбкой. Мы здесь уже 1,5 года, и мы работаем с местными кипрскими архитекторами в коллаборациях. И тут, когда речь идет как бы о таком не переделе рынка, но когда ты внедряешься в чужой рынок, все становится чуть сложнее. И я не могу сказать, что это очень игра, в открытую. Сначала все хорошо, в какой-то момент есть, естественно, качели. Я думаю, что такая бы история произошла и в Одессе, если бы приехал кто-то. И, наверное, это такая не до конца честная история, когда мы вынуждены работать вместе, потому что здесь у местных архитекторов есть лицензия, мы делаем там дизайн, мы делаем, как они говорят, лучшие визуализации на этом острове. То есть они признают, что у нас уровень достаточно хороший. Для нас это было большое удивление, когда мы приехали на Кипр, что мы тут в очень хорошем отрыве от местного рынка по качеству работы. Мы делаем гораздо более полные чертежи. Тут есть подрядчики, которые обожают нас. Они смотрят нам в рот и говорят: боже, мы никогда чертежей таких не видели, проработанных. Боже, наконец-то! И им достаточно комфортно и приятно с нами работать. Но есть момент, конечно, конкуренции, естественно. И конкуренция здесь высокая, и местные на рынке, понаехали мы понаехали, и мы приехали со своими какими-то стандартами качества в строительстве, в проектировании. И им приходится подтягиваться. Они подрастают и подтягиваются, и не знаю, счастливы ли они от того, что мы приехали, но так уж сложилось. О киприотском менталитете. О менталитете. Наша история. Нас всегда зовут на ужин. О, Жанна, Олег, мы будем есть в моей деревне, в таверне, в которой я родился. И это никогда не происходит. Это такой small talk, как будто how are you? Как ты, как ты У нас там? есть тоже местный архитектор, с которым, Жанна, по-моему, меньше, я с ним раз в 7 уже. Вот это он каждый раз, когда меня видит, говорит: все, мы идем на ужин. Мы идем на ужин. Все. И еще ни разу никуда не сходили. Да? 1,5 года. Да, 1,5 года. Ни разу Мы здесь еще. 1,5 года. И это с каждым киприотом происходит. А почему? Мы не понимаем. Должна быть, наверное, какая-то
там, бизнесовая у них. Мы вот общались с нашим другом белорусом, он говорит, а я хожу, вот я был там, не знаю, с какими-то высокопоставленными там личностями, но там есть бизнесовый интерес, то есть это какой-то деловой ужин, там, о коллаборации. Мы так с ними работаем. В принципе, мы выполняем с ними часть дизайна, например, а они архитектуры, мы коллаборируемся. И, не знаю, мы не понимаем, почему. Ну, вот Пока не разобрались. Пока Ну, не интересно разобрались, очень. но расскажем в следующий раз. Да, что... Они очень простые киприоты. Как бы, у нас есть приятель, который тут живет с 5 лет, ему сейчас, например, 35, не знаю, лет 30 он тут живет, и он из Украины. Он говорит, ну что ж вы хотите? Они 40 лет назад ездили на ослах. Представьте себе это, и вы тогда лучше поймете. И действительно, когда ты это представляешь, ты понимаешь, что как бы оно все вышло из деревни, и вот как бы в их культуру привнеслось что-то... То есть в 1984-м Да. они ездили еще на ослах? Да, Просто... чужеродное что-то пришло, и как бы они к нему привыкли, претерпелись, но от своих еще традиций они не отказались. Поэтому они безалаберные, поэтому они... Вот если есть настоящие киприотские строители, они наши чертежи вообще не понимают, что там Не происходит. читают. Они все делают вообще не по чертежам. Они говорят, какие у вас замечательные чертежи, супер, а теперь расскажите нам, пожалуйста, нарисуйте нам на стене. Маркером что нам каждую плитку Что нам расчертите. делать? Мы говорим, И это как? нормально. Они не обязательные, но как бы они такие очень расслабленно южные ребята, у которых было, как бы у них и так все было хорошо. А тут мы приехали и начали им рассказывать то, что Жанна говорит. А что мы на тут самом деле требуем можно сделать все намного лучше. Плинтус с подсветкой, какие-то Да. технологичные штуки, микроцементы, которые переходят в штукатурку через золотистый профиль. И вот здесь надо вставить пробочку. Они когда видят эту, очевидно, скорость подачи информации и технологичность, они думают, зачем? Зачем? Мы же прекрасно клали плитку вот за $5, и все было хорошо. и всё было- Криво-косо. Да, криво. Ну, клали же. Ну, она заведения лопнула. открывались, они быстро открывались. Лопнуло, все поломалось. Не страшно. Какой у вас общий бюджет в месяц сейчас на семью? 1800 – это аренда, 1004-5 где-то получилось. 4-5 на Все всех. вместе, да. Дети в школу ходят? Дети ходят в школу, но она бесплатная. Бесплатная. На каком верно. языке? Она на греческом языке. Это была изначальная идея, чтобы дети... Концепция. Моя концепция, да. Чтобы они погрузились... Во-первых, у меня была основная цель, чтобы дети поняли, что кроме русского и украинского языка существуют еще какие-то другие, и другие люди не говорят по-русски и украински. И это сработало уже на 100%, потому что они просто не понимали, зачем этот английский, что с ним делать. А теперь они в школе могут говорить либо на греческом, либо на английском, и это помогает. И потом у них там очень разношерстная, разнациональная компания. Это, кстати, вот тоже считается, как киприоты относятся к приезжим. В некоторых школах в Никосии нет вообще в классах киприотов. В нашем классе мы вчера с детьми сели, посчитали. Сначала насчитали 2 киприота из 20 человек, потом напряглись, насчитали 4. Остальные это выходцы из Украины, России, там, Грузии. Некоторые мы не поняли, кто они по национальности. Некоторые это смешанные, там, киприот с украинкой или там еще кто-то. И много арабов. И вот это все вот многонациональная штука, это интересно очень. А потом еще оказалось, что мы поступили как настоящие киприоты. Потому что киприоты отдают своих детей сначала в кипрскую школу, на первые там 3-6 классов, а потом отдают в английскую школу. Мы планируем делать то же самое. Как тебе образование в школе? Ну, на уровне украинского, нормальное. Хорошее было образование. Я не знаю, в какой вы были Сначала- школе. Мы первый класс проучились Сначала в у нас украинской были школе онлайн. претензии, потом каким-то образом они до сих пор говорят, что они учат. Буллинга никакого не было? Буллинга нет никакого, Нет, вообще нет. Здесь нет, как в Швеции, что кто-то настучал на ребенка, ложный донос, как мне пишут, Пока ничего такого мы не видели. ювенальная система Евросоюза начинает работать. Не, у них нормально все, учительница накричала на этих самых... У нас на- же есть общая на знакомая детей всё в Наташа порядке. с Юрой, Да, да. которые в Швецию Они уехали. уехали, потому что в Швеции дети, по ощущению, собственность государства. Ее дети, украинские, привезенные из Украины, тут же становятся собственностью государства. На них распространяются все законы, и если родители поднимают голос на детской площадке, детей забирают. Служба опеки. Здесь Стопа, идем домой! все, Всё, Степа, не ребенок, твой. все, не твой. Да, это звучит ужасно, но та же история в Канаде. Я слышу тут много историй, что люди съезжаются на Кипр, потому что более Германии, жесткие в северные Австрии. системы, да, на севере Европы более жесткая система по, я не знаю, как это, охране детей или что это опека детей. Не, на Кипре, с моей точки зрения, они как бы Европа, но в Азии, как правильно только что Middle обсуждали. East Европа. Они как бы, у них есть все правила, но они их не соблюдают.
Ты ходишь здесь в синагогу? Я хожу здесь в синагогу. Знаю. Ну, как бы, смотрю на Я тебя, вижу, рассказала. что ходишь. Видно, что ходит человек в синагогу. Мгм. Раз в неделю постится, Да. не ест, ведет осознанный образ жизни, и ты вокруг него цветешь, а дети его постоянно слева, справа, потому что у него красивая жизнь. Да? Мгм. Так и детей зовут, красивая жизнь. Такое Так вот, Жанна. здесь комьюнити, почему я про синагогу, я знаю, что вот евреи точно везде помогают, армяне точно везде друг Да. другу помогают, очень сильные такие братские комьюнити. А как здесь вообще, вам с точки зрения комьюнити, помогают люди друг другу? Не те, что в синагоге. Я тебе просто расскажу историю. Люди в синагоге. Я пришел в синагогу, говорю: здравствуйте, я из Украины приехал, хочу ходить в синагогу. Раввин мне говорит: да, хорошо, ты чем занимаешься? Архитектурой? Иди сюда. Вот он занимается архитектурой. Вот это было так. И мы с ним работали потом с этим: иди сюда какое-то время, потом поняли, Девелопером. что менталитеты разные, и разошлись. Но мы с ним поработали, сделали несколько проектов. И вот так оно все делается. Сейчас еврейская община сделала еврейский бизнес-клуб, который направлен вот именно на это, на нетворкинг еврейский. И есть много разных. Я вот сейчас этим занимаюсь. Я хожу в такой бизнес-клуб, в всякой бизнес-клуб. Пытался попасть еще в IT, в бизнес-клуб основателей IT-бизнеса. Они сказали: нет, пока сделайте какой-нибудь IT-бизнес, а потом приходите. Экспаты поддерживают. Но Жанна уже генерировала идею, так что, возможно, мы скоро попадем и в тот бизнес-клуб. Women in Tech. Я предлагаю все-таки где-нибудь попробовать пообедать в городе. Есть какие-нибудь места, где у вас есть проекты? У нас Вы есть делали? место, в котором мы делали проект. С харьковчанами. Да, Где? это харьковский ресторан, который полностью они взяли и перевезли сюда на Кипр. Вот я только не помню, он работает в Харькове или нет. По-моему, продолжает работать и в Харькове, и здесь. Называется «Тартуфа». Самый популярный ресторан итальянской кухни в Лимассоле. Снова я в этот раз будет, обещаю, короче. Хотел просто напомнить, что если вы путешествуете, ищете авиабилеты, либо планируете свои путешествия в любую точку мира, я бы хотел, чтобы вы начинали свои путешествия на поиске авиабилетов и путешествий Trip My Dream. Это один из моих 5 бизнесов. Мы помогаем миллионам путешественникам ежегодно вдохновляться, находить полезную информацию, и в том числе находить выгодные авиабилеты. Поэтому, если вы летите там условно из Варшавы в Нью-Йорк, зайдите, вбейте Варшава, Нью-Йорк, вбейте свои даты, получите множество вариантов всех авиакомпаний, включая лоукостов, выберите удобный для вас вылет в удобное время, с удобной авиакомпанией, с багажом, без багажа и так далее. Перейдите, купите по самой выгодной цене. Ну, в общем, всегда свои путешествия, если вы их планируете и так далее. В общем, начинайте на поиске авиабилетов и путешествий Trip My Dream. У кого телефон Apple, у кого есть возможность скачать приложение, зайдите, скачайте еще и наше приложение. Также в телеграм-канале Trip My Dream мы пишем ежедневно все главные новости, происходящие в мире тревела. С помощью для беженцев, временных переселенцев, экспатов, путешествия по Украине, путешествия по миру и так далее. Ну, в общем, Trip My Dream – это то место, где, я надеюсь, вы начинаете свои путешествия. Мы с тобой ехали в машине, была пару историй, которые, говорю, Жанна запомнила, потому что в машине Жанна все время рассказывает, и у нее просто поток информации, и мне такое ощущение, что ты уже все рассказала, но было какие-то пару историй, которые ты хотела повторить. Про кипарисы сначала. Про эвкалипты. Эвкалипты. Да. Есть история про изменение климата на Кипре, почему мало воды сейчас. Здесь были долгие периоды малярии в 18 веке, и сюда привозили эвкалипты для того, чтобы осушать болото. И вот те места, которые были болотистыми, там высаживали эвкалипты, они высушивали болото, малярийных комаров становилось меньше, но полностью очень сильно изменилась внутренние воды Кипра, почвенные реки. И они были выпиты эвкалиптами, и остров стал намного суше. Считается, что это сильно изменило экологию и климат Кипра. И здесь есть эвкалиптовый парк. Вообще эвкалипты здесь, такое священное дерево в Лимассоле, эвкалиптовый парк. Но на самом деле, видите, как человеческое антропологическое вмешательство внутри, в среду и экологию может поменять климат и вообще ландшафт. То есть горы были более
зелеными, более, ну, как на северном, наверное, Кипре, стали более засушливым регионом, таким сухим. На острове на 200 тысяч больше котов и кошек, чем людей. И машин больше, чем людей, кстати, вы знаете? Я думаю, что машин На тоже. душу Да. населения машин больше, чем самих людей. Прикольно. Кошек сюда привозили для того, чтобы выровнять змеи. Была большая проблема со змеями, и они боролись таким образом. Кошки классно здесь себя чувствуют. Мне кажется, что кошки здесь истинные владельцы острова. Вот мы сидели с тобой на террасе, и у нас там есть история про кошку Анжелу, которую мы считали, что это Анжела целый год. Нам ее представили как Анжелу. Нам сказали, Оказался это кот? кошка Анжела. А наши соседи говорят, так это ж... Через полгода приехали соседи из Киева и говорят, не, ну это кот. Это Борис? Андрей. Андрей, это кот Андрей, Андрей. кстати. Это кот Поздравляю. Андрей. В общем, у Олега были истории про Андрюха, точнее, кот смену Андрюха. пола в Европе. И вот это все, шуточки по поводу Андрюхи, которого мы не определили как Андрюха. Как вы работаете? У вас украинская компания, наверное. Вы платите налоги в Украине, работаете здесь, правильно? Вопрос ко мне, да. какой у вас Мы сетап? платим налоги в Украине, работаем здесь, да. Мы продолжаем получать А налоги. здесь собираетесь открывать компанию? Думаем Нужно об ли вам этом. для этого? Не очень нужно, но думаем открыть. Компанию открыть несложно, там сложнее, по-моему, счет в банке открыть, чем компанию. Там все вместе месяц занимает. Где проще вести бизнес? В Украине, либо здесь? Здесь. Здесь. Почему? Все проще, все как прямолинейнее, договоренности, в принципе, соблюдаются, нет никаких глобально подводных камней, которые тебя могут смутить. В принципе, ты просто договорился и работаешь. В Одессе В Украине- сложно вести бизнес, мне Да, кажется. ну, Почему? да. Менталитет одесский сложнее, там люди могут передумать, задуматься, подумать, а зачем ты вообще все вот так делаешь и так далее. Здесь такого нет. Ну, как бы ты нанял архитектора и работаешь. Средний чек выше где? Здесь? Не глобально, но выше. У нас как бы мы сейчас вышли, наверное, по суммам на то же самое, что у нас было в Украине до войны, а Наоборот, имеешь в виду? Общий оборот. да, общий оборот. Но при этом размеры объектов у нас тут все-таки пока еще чуть поменьше, тоже уже большие, но в Украине у нас был, например, отель на 1000 номеров Какой? до войны. Мы его не сделали, мы его начали проектировать в Одессе, отель С израильтянами. с израильским инвестором. Какое-то время проектировали, потом началась война. Здесь у нас отелей на 1000 номеров еще пока нет, но есть уже большие тоже стройки, реновации индустриальных зон, жилые комплексы на 50 квартир, небольшой отель, ну вот Йога-отель на 6 домов. большие там IT-компании с офисами, ну достаточно большие уже проекты стали. 3 ваших самых любимых проекта, которые вы реализовали. Вообще Здесь на или Кипре? Вообще. Это Гжань. Отели. М1, один из таких знаковых, на самом деле, для нашей студии. После М1 много клиентов из Америки к нам пришло. К нам приезжали из Нью-Йорка, и мы сейчас дружим с несколькими людьми из США, которые останавливались когда-то на сутки в отеле М1 и после этого находили нас. Есть несколько апарт-отелей, которые мы делали. Есть ресторан Eastman, например, в Киеве. Я очень люблю. Он Вы хороший. делали интерьер-дизайн? Да, Весь? да. Мы с архитектурой помогали, с Просто для оборудованием. меня архитектура и интерьер-дизайн это немного как бы, Ну, оно друг друга дополняет. В Украине, смотри, я дизайнер архитектурной среды, и, на мой взгляд, это неотъемлемые части. Интерьер, он плавно переходит в экстерьер. Это среда, все это одно настроение. Ты снаружи попадаешь вовнутрь, и атмосфера должна продолжаться. Праздник должен продолжаться снаружи. Просто коробка архитектурная, она не дает, мне кажется, столько эмоций. Не всегда ты можешь с помощью архитектуры Выразить. рассказать историю всю, до деталей. С помощью дизайна относительно фасада, нас иногда даже зовут как дизайнеров фасадов. То есть архитектура есть, и она не вызывает каких-то супер эмоций, и мы там доделываем какой-то дизайн фасада или средовой дизайн, ландшафт, интерьер. Это все перетекающая история. И мне кажется, если есть чувство стиля, то классно интегрировать это во все. Очень коротко. Кипр – это место для... Продолжите фразу. Это место для айтишников и Европейской силиконовой долины. Это место для жить на террасе 9 месяцев в году. Вполне подходящее место для жизни вообще, на мой взгляд. Что просто не про все места, в которых мы бывали, можно сказать. Здесь вполне можно хорошо и спокойно жить. И это место, где можно в 18:23 наконец-то пообедать. Да? Предлагаю этим и заняться. Благодарю вас. Спасибо. Тодараба. Тодараба. БВКШ.
Опа!